Здрасте. 23 серия. 23 серия. Эта серия, напомню, будет чисто сюжетная. Мы постараемся пройти квест с архонтами полностью. Вот. Не обещаю. Я постараюсь. Не будем ни на что отвлекаться. Будем чисто идти по квесту архонтов. Я не знаю, насколько он долгий, но мы постараемся его выполнить. Ой, секундочку. Так вот выключу. Вот так включу. Continue. Все. В теории, да. Кто-нибудь на ютубчике напишите. Здрасте. Как делишки? У меня прекрасно. Быстро сделала все дела на работе и ушла пораньше. Ты молодец. Угу. С ютубчиком беда. Так, секунду. Вот ютубчик такой, ютубчик. А Twitch? Кто-нибудь? Скажите мне, дайте знак. Twix. Есть. Ютубчик. Есть. Ютубчика нету. Угу. Twitch мне показывает, что есть. Я не понимаю. Почему? Дайте мне буквально минутку. Секунду. Здесь все правильно. Привет. Алстер, привет. Кюкамбер, привет. YouTube, Twitch, я вас не вижу. Я в этом не виноват. Потому что? Непонятно почему. Ладно, чтобы не задерживать стримчик и вас, сегодня тогда будет по старинке. Значит, сегодня будет тестовый стрим. Это 100%. Так, вот ты. Сейчас я чат отвечаю YouTube запущу. И мы пойдем в путь. Здрасте, какие люди, Тенра, Буб. Как ваши дела? Так, Майк, ты так громко кричишь. Все. Так, рассказывайте. Меня нормально слышно, вас нормально слышно, все молодцы. Я так правильно понимаю, да? Все же молодцы. Так, Twitch есть, ютубчик есть. Вот, напомню. Генш, Уайт, здрасте. Кирару, здрасте. Даня, здрасте. Райчи, здрасте. Все, всех вижу. Ну что, напомню еще раз. Мы идем по квесту по основному в Лиуэ с архонтами. О, за него прямо гемы дают? За основные квесты дают прямо гемы? Я только видел, да? Ладно. Стоп, зачем мы туда идем? Так. Чайльд познакомил вас с Джун Ли, консультантом ритуального бюро Ван Шен. Да, было дело. Вы согласились помочь ему в приготовлениях к церемонии Вознесения, чтобы снова увидеть Гео Архонта. Хоронить будут же, пацаны. В мой РПГ играешь? Да, но на стримах нет. Люблю линейку, люблю World of Warcraft, даже в Rising Force Online, в RF Online играл. Arcade, Blade and Soul, кто там еще? Короче, я практически во все поиграл. Опыт есть везде. Я опытная. Что? Прошло много времени с тех пор, как я в последний раз мой старый друг... это подожди, мы это читали уже. Где это? Мы тут уже проходили, и опять этот чувак говорит. Что это? Он наверху? О, сейчас.
Всем привет, и снова пока я ухожу на уроки. Мики, давай. Хутау выбил? Нет, я не крутил ее. Пацаны, это вы разговаривали? Кто разговаривал? По карте идите, мужчина. Кто тут говорит со мной? Я что, с ума сошел? У меня голоса в голове. Ты Dragon Quest играл? Dragon Quest не играл, но это вроде не ММО прям. Dragon Quest. Что-то я даже не помню. Знакомое название, но как будто я не играл. Это он не тут. Так, бывает. Типа мы с ним идем вместе на точку, и он говорит какие-то реплики, серьезно. Санчо, спасибо за подарок. 28-й. Вот тот самый котел. Похоже, хиличурлы все еще им пользуются. Бум! Все. Блин, надо же... Я уже говорил, да, что я не хочу, чтобы у меня Нахида была инициатором. Так, победите хиличурлов. Это я могу. Так, Нахида, не будь бесполезно. Ну-ка вот, сколько? У меня же эта мать-то еще критует. Да. Не-не, у меня 29-й? 29-й, я думал 28-й. Почему ты знаешь больше, чем я, Оло? Тенра, как твои дела, Алло? Нормально, Алло. Здесь еще остался суп, а у этих хиличурлах неплохой аппетит. Так, ладно, теперь наша лаборатория. Жалко выбрасывать этот суп. Теперь лаборатория. Может, этот суп пойдет в качестве защитного гидроэлемента? Давайте начинать эксперимент. Давай. Я напомню, мы там... Должно сработать. Пайман запомнит, что есть что. Я чувствую, что нет. Я напомню, мы взяли лунный камень навороченный, какой-то светящийся у чувака. С него срезали тоненькие кусочки и пришли узнавать, какой из них самый крутой. Тенра, привет, это я, Робин. Привет, Робин. Добрый день, Тенра. Добрый день. У меня все нормально. Как ваши дела? Все, так, всем привет. Подождите. Большой супец, да. Давай, используй пира, чтобы поддерживать температуру в котле, пока мы не добьемся необходимого результата. Давай. Господин Джун Ли сказал, что чем ярче свечение, тем качественнее нефрит. Давай посмотреть внимательно, Тенра. Давай. Я же не против. Огонь. Так, мне надо поменять персонажа, да? Опять брать эту... Кто у меня? У кого? У меня много. Вот же у меня есть, идеально. Здрасте, Янфэй. 4. Куда? Пацаны пришли. Это было свечение от образца под номером 1. Окей. Хиличурлы вернулись, может, их привлекает свет? Какие любопытные. Давай сначала разберемся с ними. Да я уже разобрался. Бежали. Это свечение исходит от образца под номером 2. Вроде бы. Снова эти хиличурлы никак не уймутся. Да. Так. Хиличан, давай. Хиличан. Хиличан. Ямады кудасай. Не могу. Так, что-то какой-то у нас стримчик немножко несерьезный. А в целом, как всегда. Так, жарь. Бум. Она так прикольно говорит. Ярко, слишком ярко. Я даже... Если я не ошибаюсь, это образец под номером 3. Мать, почему ты говоришь, если не ошибаюсь? Определенно, тот кусочек нефрита ярче двух других. На нем и остановимся. Какой номер? Ну что, возвращаемся в загадку нефрита за нефритом Тенра. Какой номер? Все? Мы их не будем забирать? Халява же. Так, ладно, возвращаем Нахиду. Привет, Арина, привет. Тенрочка Тян. Где она? Где мать Нахида? Вот она. Сменить.
Всем привет, сын Монолита, здравствуй. Ну, кушать хотят хиличурлы. Тут я как бы понимаю, одобряю. Сюда. Третий номер тенора. Нет, я запомнил, что она сказала. Я сомневаюсь в нашей мадам Пайман, что она адекватно смогла все увидеть и запомнить. Здорово, Шитоу. С возвращением, господа! Я приберег для вас товар. Уже определились, какой полуночный нефрит хотите приобрести? Номер 3. Да, этот образец светился ярче других. Хорошо, он ваш. Мы возьмем ящик нефрита 3-го типа, пожалуйста. Сию минуту, господин. Прошу прощения за мое любопытство, но для чего вам столько полуночного нефрита высочайшего качества, господа? И дамы попрошу. Думаю, не случится ничего плохого, если мы расскажем вам. Полуночный нефрит нужен нам для проведения церемонии Вознесения. Церемония Вознесения? В последнее время люди все чаще об этом говорят, но я никогда не расспрашивал. Ну и ну, значит ли это, что Властелин Камня на самом деле? Да уж, в это трудно проверить. Как бы и плохо ни шли дела у загадки нефрита, Геоархон всегда оберегал нас. 200 лет назад наш повелитель посетил Лиюэ инкогнито и говорят, что он попробовал местную еду нефритовой ложкой, купленной именно в загадке нефрита. Увы, нет ничего вечного в этом мире. Раз уж этот нефрит не будет использоваться для того, чтобы проститься с Властелином Камня, то я продам его за полцены. Правда? За полцены? До этого вы не хотели уступать ни одной моры. Нашей торговой столицы не существовало бы без благословения Властелина Камня. Кто я такой, чтобы наживаться на его смерти? Ты молодец. Не волнуйтесь, мистер продавец. Мы обязательно придадим Геоархонту ваши соболезнования. Я уверен, что в Лиюэ будет и дальше процветать благодаря таким сильным лидерам, как группировка Цисин, и просто торговцам, как вы. Рано вешать нос, хозяин. Да, вы правы. Спасибо, я буду плакать, что... Что? Плакать? То, что плачу во всю свою удачу. Что? Если я буду плакать, то проплачу всю свою удачу. Простите, пожалуйста. Ну что ж, дело сделано. Забирайте нефрит и следуйте за мной. Постойте, мистер продавец сказал за полцены, а не за бесплатно. Прошу прощения. Я снова забыл о деньгах. Сейчас посмотрим. Как я и думал, я снова забыл взять их с собой. Как забыли? Прошу прощения за свою рассеянность. Мне очень жаль. У вас действительно очень странное отношение к деньгам. Что же нам делать? Сумма не маленькая. Постойте, Чайлд, он же оставил нам аванс. Да, он у меня. Ух, как нам повезло. Посмотрите, мистер продавец, этого хватит? Рассказывай. Да, как раз полцены, но я бы не сказал нет, даже если бы вы дали мне меньше. Так, с оплатой разобрались. Теперь нужно доставить полуночный нефрит на террасу Юйцзин. Именно там мы планируем провести церемонию. Вам легко говорить, вы ведь не потратили ни единой моры. Так, просто постарайся не забыть деньги в следующий раз. Придется идти к Чайлду за новыми средствами. Окей. Я постараюсь, спасибо, и простите еще раз. Я так понимаю, он так и выживает. У него бабок нет, за чужой счет тупо вертится в этом мире. Нормально. На самом деле, такие люди... У меня был такой знакомый, не очень приятный, который очень много всего говорил, выпендривался, у самого денег не было и за чужой счет жил. Так. У меня вот здесь квест. Да, у меня здесь квест. Ладно, все. Я не шалю. Тенриал. Что происходит? Что вы? Что? Это я только что подошел. Куда? Еще один квест.
как много этих ваших квестов тут побочных. Пришел в чужой лагерь, приватизировал чужую кухню, еще и избил бедные хиличурлы. Да. Спасибо за подарочек, отец, привет. Так, нифига, всем нихау, нихау. Так, все верно, этот еще тот еще нахлебник, да. Нам надо туда куда-то, да? Помогите, я застрял. Вот это вот. Вроде бы как бы не застряла, но покричать «помогите, я застряла» надо. Так. Ага, вижу. Братики, застряла между крышей и камнем. Да, контент. Да, здрасте, контентчик подъехал. Положите полночный нефрит. Осуждаю, за что? Братик, помоги. Здрасте, Тен, сегодня вместе будем играть? Нет. Просто поставьте полночный нефрит здесь. Я уже послал помощника за ювелиром, который сможет вырезать из камня необходимую нам утварь. Ах да, я же не успел сходить к Чайлду за деньгами, поэтому с оплатой услуг ювелира могут возникнуть проблемы. Вот же ты засранец. Так, заплатим ювелиру, когда он вернется. Будем надеяться, что Чайлд возместит расходы. Ну да. По-другому никак. А церемония вознесения будет проводиться здесь, да? Да. Я арендовал это место, и мы уже приступили к приготовлению. Так, это тоже место, где проводилась церемония сошествия. Значит, мы будем проводить церемонию на месте преступления. Ну, это и так логично. Да, мы пришли к молчаливому согласию с группировкой Цесин на использование этого места. Но ведь здесь произошло такое страшное преступление. И, кстати, мы до сих пор под подозрением, и нам нельзя попадаться на глаза миллилитам. После того, как мы вернулись из заоблачного предела, эти настырные миллилиты перестали нас преследовать. Интересно, с чем это связано? А еще тело властелина камня. Мы называем его Экзувия. Да, точно. Мне кажется, вы знаете все на свете, господин Джун Ли. Так Цесин уже спрятали эту Эквузию. В смысле, мы ведь еще не знаем, кто убийца. Кажется, у Цесин уже есть подозреваемые. Я уверен, что с поиском улик в этом месте они закончили. Все равно, мне кажется, здесь что-то не так. Пусть об этом волнуется администрация террасы. Юйцзин, поверьте, не стоит им мешать. Пока готовится церемония Вознесения, Экзувия будет пребывать в Золотой палате. Золотой палате? Это главный монетный двор, и не только в Лиюэ, но и во всем Тайвайте. В этом месте чеканится вся мора в мире. Ничего себе. Вау! Нет, Пайман не имела в виду ничего плохого. Наоборот, я думаю, что это место идеально подходит Мраксу. Просто интересно, откуда господину Джун Ли все это известно? Одобрение проведения церемонии Вознесения группировкой Цесин делает его полуофициальным событием, поэтому я могу быть посвящен в некоторые детали дела. Цесин дают вместо Чайлд деньги. Должно быть, они преследуют какие-то свои цели. Возможно, у каждого из них есть свои мотивы, но не забывайте, что мы живем в торговой столице мира. Здесь абсолютно все пытаются использовать любую ситуацию для своей выгоды. В городе, которым правит бог контрактов, тяжелым грехом считается нарушать контракты и договоренности. Главное, чтобы соблюдались условия сделки. А теперь нам нужно подготовить ароматическое масло для церемонии. Масло? А где его взять? Тоже купить? Нет.
Масло для церемонии сошествия готовится по особому рецепту, и для него нужна шелковица высочайшего качества. Шелковица? Лепестки шелковицы, мы, наверное, такое находили, имеют волокнистую структуру. Эти волокна используются для готовления парчи. Мне показалось ли, что у меня тряслось как будто землетрясение? Скажите, пожалуйста, господа алматинцы, вы не чувствовали сейчас вибрации? Так, а нежность аромата делает цветок идеальным подношением богам. Господин Чунли снова зовут свою шарманку. Не будем вдаваться в подробности, следуйте за мной. Нам нужно найти торговцев на рынке, которые продают шелковицу. Так я собирал, алло. Зачем собирал? Так, Тенряо. Что такое? На несколько секунд подумал, что вышла русская озвучка. Спасибо. Так, мы идем туда. Так, нет, я на 12 этаже точно не почувствовал, хотя недавно я проспал. Не, ну сейчас-то ты бодрствуешь. Фокс, кстати, здрасте. Ваба-лаба-даб-даб, чатик, пишет Фокс. Интересно, откуда это? Так. И опять за свой счет, да, будем покупать? Кто, ты? Андрей. Нет, не Андрей. Андрей? Купите шелковицу. Управляющий банком Северного Королевства. Я же шелковицу пришел покупать. Здравствуйте, чем могу помочь? Ах да, моя смена уже закончилась. Что тебе нужно? Ты чё, пес? Что ты делаешь? Наслаждаюсь всеми радостями жизни, которые может предложить Лиюэ. Как человек родом из Снежной, изначально я с сомнением отнесся к переезду в Лиюэ. Однако, чем больше я узнаю о Лиюэ, тем больше мне нравится здесь. Близость к морю, городская суета, все это очень похоже на мою родину. Так, расскажи мне о своей родине. Моя родина совсем не похожа на кипящий жизнью город Лиюэ. Я просто влюбился в местную еду. Такое роскошное разнообразие вкусов, запахов и цветов. Но я никогда не предам ее величество. Понял? Мать? Девчонки? Купите шелковицу. Написано ниже. О, здрасте. Спасибо, ребячка. Так, что это такое лежит? Книга. Вкусняхи. Книга. Книги — это хорошо. Сэр, вы продаете шелковицу? Шелковицу? Конечно, продаем. Какой вид вы ищете? Какой вид? Самый хороший вид. Каких видов бывает шелковица? Вы туристы. Понятно, задаете такие элементарные вопросы. Мы бы хотели посмотреть цветы 3 видов. Сэр, золотая мадам, горная ткачиха и тоскующая фортуна. Ох, а вы ценитель, господин? Эти двое, я так полагаю, ваши слуги. Пожалуйста, будьте добры и воздержитесь от последующих комментариев. Ты чё, собака? Вот и до меня докатил. Пайман, прости, что я назвал тебя. Так, подождите, вы нас не помните? Болай? Мы с ним разговаривали? Подождите, вы нас помните? Вот и до меня докатилось. Осматривайтесь, выбирайте. Если появятся какие-то вопросы, задавайте. Свойства шелковицы меняются, если цветы находятся не в своей естественной среде обитания. Тем не менее, перед нами великолепные образцы. От этих цветов пахнет свежестью, сэр. Взять, к примеру, вот этот цветок. По обилию лепестков и расположению... Спасибо за подарочки. Спасибо за подписки. И расположению пестиков можно определить, что это золотая мадам. Это вечно зеленый сорт цветка. Растет преимущественно в местах со сложными
гидрологическими процессами, а этот сорт, напротив, растет только в темных местах с повышенной влажностью, чаще всего большими скоплениями. Его можно отличить по длинным лепесткам и плотно растущими тычинками. Оно сильнее всего его выдает густой аромат. И последний сорт является своего рода отшельником. В отличие от своих пышно растущих собратьев, листья и лепестки этого сорта растут очень скудно, и в сезон цветения он испускает очень тонкий и слабый аромат. Впервые его обнаружили в древние пересекающие горы в поисках адептов. К сожалению, в наше время шелковица почти перестала встречаться в дикой природе в связи с географическими изменениями Лиюэ. Почти все цветы шелковицы культивируются профессиональными садоводами. Господин, вы настоящий знаток. В этом нет ни сомнений. Даже я узнал что-то новое из вашего рассказа. Я всего лишь слегка знаком с этой темой. С другой стороны, мои друзья-путешественники имеют огромную жажду знаний и не менее огромное желание посетить все уголки нашего мира. Так, и что в этом такого? Вы так добры, господин Джун Ли. Так какой из этих 3 сортов шелковицы нам нужен? Я возьму все. Опять? Платить я буду, да, собака? А как же объяснить? При покупке билетов на оперу разумно руководствоваться мелодичностью голоса певца. Это же касается и выбора домашней певчей птицы. Но при выборе шелковицы такое правило не работает. Возможно, вы не знаете этого, но согласно традиции вы должны поставить перед статуей 7 архонтов масла, сделанные из разных сортов шелковицы, и властелин камня сам сделает свой выбор. Как и множество других сложных и запутанных традиций, этот обычай со временем упростился. Однако в последний раз церемония Вознесения для этого из 7 архонтов проводилась 3700 лет назад. Поэтому я хочу, чтобы, как и в древние времена, этот ритуал соблюдался вплоть до мельчайших деталей. Раз уж мы с этим разобрались, у меня к вам остался один вопрос. Вы взяли с собой деньги? Нафиг тебе, Ник. Спасибо большое за подарочки. Спасибо за подписки. Кто там подписывается? Что? Опять вы забыли деньги? Так, господин Джун Ли, это уже не смешно. Мы уже привыкли. Я больше удивился, если бы у вас все-таки оказались деньги при себе. Простите, мне показалось, или вы сказали, что эти цветы нужны вам для подношения Геоархонту? Да, но можно и так сказать. Почему вы же сразу не сказали? Я слышал о том, что случилось на церемонии сошествия. Не хочу знать подробности. Я очень любил Властелина Камня. Я очень боюсь, что эти слухи могут оказаться правдой. Чтобы почтить светлую память Властелина, я отдам их вам бесплатно. Просто не забудьте передать мои соболезнования. Вы серьезно? Зачем мне врать? Если бы не Властелин Камня, я бы сейчас был никем. Если бы он не похвалил в своих стихах мои товары, за них бы никто бы не дал ни гроша. Мне кажется, что весь местный фольклор состоит из того, как божество Лиюэ поддерживает местный бизнес. Благодарю вас, сэр. От лица нас всех, ибо вы буквально спасли наши шкуры. Наши? Это ведь вы забыли взять деньги. Да нет, да не за что. Очень жаль, что я больше ничем не могу помочь вашему делу. Осуждаю читы. Какие читы? Нам удалось достать цветы, но как из них сделать теперь масло? Лучше всего делать под надзором эксперта. Однако среди моих знакомых никто не имеет опыта в приготовлении масел. Ну понятно, это занятие не для богачей. Так он бомж. Поэтому мне придется попросить вас узнать, занимается ли этим делом кто-то в городе. Скорее всего, это будет женщина. Значит, в этот раз нам нужно исследовать город на наличие вкусного, пахнущих девушек. Пайма нравится такая работа.
Ты че, извращенка? Будет летать просто по Ливей, нюхать женщин. Пайман тебя посадит. Нас и так ищут, а ты еще ходишь, будешь девушек нюхать. Я буду ждать вас у статуи 7 архонтов. Приходите с готовыми маслами. Слышишь ты, нищеброд? Засранец. Может, поищем какую-нибудь в гильдии искателей? Нужно поговорить с мисс Лайн. Кажется, она глава гильдии в Лиюэ. Да, мы с ней говорили. О, Паймана уважаю. Да, я тоже уважаю. Но мы же не говорим о таком слухе. Мы все поддерживаем, но не говорим об этом. Так вот. Как в стане Архонт алкаш, так еще и Норм бегает, чилит. Как Архонт трудяга, страну поднимал, народ бегал, оберегал. Так помер. Ну да. Угу. Беда. С вами ни с кем разговаривать нельзя, да? Так, ну как тебе дед? Какой дед? Я никого не крутил. Ты о чем? Уберите детей от экрана, сейчас будет тот самый эксперт по ароматам. Она реально будет нюхать их. Теперь поняла, кого... Что? Кинет Тенра? Не понял. Сысы. О, привет. Если ты хочешь познакомиться, вынуждена отказать. Я жду кое-кого. Кого? Кого? Я жду моего возлюбленного, Чао Си. Он моряк. Мы редко видимся. Он никогда не задерживается на берегу. Он уже давно ушел в море, и я не знаю, когда он вернется. Когда он вернется в следующий раз, я обязательно спрошу его, когда он женится на мне. Ожидание невыносимо. Стоп! Мы с ней говорили, а она стояла со своим парнем. Может быть, серию, может быть, 2 назад. Алло, читайте имена, сысы, я же прочитал. Она стояла с этим мужиком, и она говорила, типа, когда мы поженимся, это вечером было. Он говорит, типа, ну что ты ко мне прикопалась, я же моряк, могу не вернуться. А теперь она его ждет, он опять уплыл. Мать, ну ты чё, не грусти. Понятно. О, привет, я опять пропустил начало. Да. Чуть-чуть, полчасика буквально. Правда, это 1/4 стрима? Ну да. А ты что делаешь? Ты что, кого-то кормишь? Тут никого нет. Давай, корми. Корми меня полностью. Где? Ты что кидаешь? Нас обобрали. Нас этот пес, который типа богатый, на самом деле бедный. Из-за него все деньги потратили. Будем теперь собирать крошки. Беда. Так, основу не полю. Не понимаю. Ты, наверное, докатился, кормят в фонтане. Но извините, жизнь такая. Мисс Лайн, мы хотели кое о чем вас попросить. Я уже давно не принимаю поручений. Боюсь, вам придется найти другого искателя приключений. Ой, не, мы хотим дать вам поручение. Что, мы не хотим дать вам поручение? Всего лишь хотим попросить об маленькой услуге. Вы умеете делать ароматические масла? Вы очень вкусно пахнете. Давайте, ладно. Бальзамы? Неужели я похожа на человека, который пользуется бальзамами? Пайма думает, что ты пахнешь потрясно. Давай рассказывай, в чем твой секрет? Наверняка это все ароматические масла. Кажется, и вправду я пахну чем-то вкусным. Так. Точно! Должно быть от цветов синсинь, которые я собирала на обратном пути. Совсем забыла про них. Вот мы тебя и вычислили. Мисс Лайн любит собирать дикие цветы. Нет, я и собирала в медицинских целях. Как бы то ни было, вы зря тратите время. Лучше поговорите о маслах цимин. Это та предсказательница, точно! Она тоже пахла очень вкусно. Спасибо за помощь, мисс Лайн. До встречи! Ты чё, Пайман, мать? Не нюхай все. Чуть-чуть понюхаем. Так, подойдем, чтобы она не видела. Так. Да, вкусно пахнет цветочками. Хорошо, пойдемте дальше.
Тенра, доброго дня, здравствуй. Цимин. Чем могу вам помочь? Мы пришли, чтобы задать вам вопрос. Вы умеете делать ароматические масла? Ароматические масла? Я ими редко пользуюсь. А как их делать, я вообще никогда не интересовалась. Но я использую некоторой ароматизированной косметикой. Может быть, дело в ней? Я обычно работаю в доках, поэтому остерегаюсь парфюма, как чумы. Если моряки учуют сладкий аромат, они мне проходу не дадут. Фу, какой ужас. Кстати, мне кажется... Ну, вообще она... Вот теперь, вот как в английском, она сказала, вот как жаль. А тут перевели, фу, какой ужас. Ну, алло, каким макаром. Кстати, мне кажется, вы не слышали о домашнем парфюме Инэр. Инэр из весенних ароматов? Многие девушки заказывают у нее домашний парфюм. Говорят, что ее духи и масла лучшие на рынке. Отлично! Это как раз то, что нам нужно. Спасибо за помощь, предсказательница. Ну, давай. Так, можно. Не смотри. Вкусненько. Масла. Нежный запах. Тонкий, но нежный. Приятно. Так, чуть-чуть занюхнули. Ну, чуть-чуть можно. Капитан У. Нельзя так подкрадываться к людям. Ты меня до смерти напугала. Я наконец-то решился, но ты меня так испугала, что я теперь снова не уверен. Что ты делаешь? Понимаешь, я простой моряк, за всю жизнь скопил немного моры. Теперь вот думаю, куда вложить свои сбережения. Как ты думаешь, стоит ли мне вкладывать деньги в банк или лучше инвестировать в собственное дело? Инвестировать. Но что, если мое дело прогорит? Я потеряю все свои сбережения. К тому же ЦСИН собираются внести поправки в законы, регулирующие торговлю. Это только увеличит мои риски. Терять деньги, заработанные тяжелым трудом, этого я не переживу. Вот, кстати, очень важный пример, жизненный очень. Когда у тебя какое-то решение, ты ходишь, думаешь, но я к нему подошел, и ему сказал, типа, ну, открой свой бизнес. И он начал сразу говорить, нет, я же все прогорю. Он уже понял, он уже принял свое решение. Он хочет положить в банк, потому что он хочет безопасности. Это в жизни так и работает. Если вы не знаете, что выбрать, просто попросите человека со стороны, чтобы вам задали такой вопрос, и вы ответили на него честно. Ну, либо сами себе, если имеете такую возможность в плане ментальном. Ой, мать, а ты такая ничего такая. Так, Инэр, здравствуйте, вот вы меня и нашли. Я уже долгое время вас жду. Что? Откуда вы знаете, знали, что мы придем? До меня дошли слухи о 2 туристках, вынюхивавших девушек, от которых вкусно пахнет. Я очень беспокоилась, что вы так и не найдете меня, но все-таки я отнеслась к этому как к испытанию моей привлекательности. Вынюхивающих? Мы что, злодеи какие-то? Слухи расходятся быстро. В следующий раз не стоит привлекать к себе столько внимания. Расслабьтесь, я знаю, зачем вы здесь. Вы ищете помощи в приготовлении ароматических масел. Какой запах предпочитаете? Так, у нас есть с собой 3 сорта шелковицы. Ваши. Я ее еще не понюхал, подождите. Сразу все 3? Ну и ну. Такая юная, а вкуса такие взрослые. Ты о чем подумала? Какие 3? Закрой свои дырки, мать. Все-таки слухи о тебе были правдой. Ты впрямь пытаешься кого-то соблазнить. Так, это подношение властелину камня. А что, собственно, не так? Можешь меня не обманывать. Если бы вы вправду делали подношение Архонту, вам бы не понадобилось сразу все 3 сорта шелковицы. Ваше оправдание хромает на обе ноги. Спасибо за подарочек.
Джунли был прав. Люди забыли, как нужно правильно проводить ритуал. Да, и кто я такая, чтобы осуждать тебя? Да ты со своими дырками точно не можешь осуждать меня. Ай, пойми, опять перестал вас понимать. В общем, я готова тебе помочь, путешественница. Ты можешь быть моей помощницей, но при одном условии. Если на протяжении всего процесса приготовления масел ты будешь думать только обо мне. Мать, у тебя голодники, да? Тебе мужика найти? У тебя голодники, да? Тебе надо в 3, да, сразу? Так, для начала нужно определиться с местом. Где мы будем заниматься приготовлением масел? У тебя в подвале, мать. Так, кухня Сянлин. Нет, кухня ущелье Дадуопа. Почему ущелье? Кухня... почему кухня? Не, это, конечно, удобно, но там же еда, там запахи смещают. В ущелье. Это где? Возле Манштадт? Ну зачем идти так далеко? Мы всего лишь хотим приготовить немного масла. Давайте найдем местечко поближе. Например, можно воспользоваться кухней ресторана «Народный выбор». Окей. Где она? Я ее понюхать хотел. Я думаю о тебе, мать. Но я не помню, как ты пахнешь. О май. Привет, у вас нет интернета, интернет этот... Ну да, с интернетом у нас... Если ты в Казахстане, то, блин, реально, беда сегодня такая с интернетом была. О, мать, давай понюхаем ее. Подожди, мать, ты чем пахнешь? Ты чем за... Подождите, сейчас, поближе. Почему камера не двигается? Нельзя, сейчас, так вот. Так, а тебя пахнет очень нежно, но еще какими-то мужиками. Ты где была, мать? Ты где шлялась? Ты что с ними делала? Их было 3, признавайся. Все понятно с тобой. Мужиками пахнет. Я договорилась с шеф-поваром Мао. Мы можем приступать к работе. Вы готовы заставить меня трепетать? Что? В смысле заставить меня гордиться? Своими помощниками, очевидно же. Принесите немного воды, а я пока здесь все подготовлю. Давай. Так, вода. Алло, пес. Где вода? Спайдермен. Опустись. Так, X. Спасите. Вот. Как надо? Я не так прошел? Я не так прошел. Пошлость? Что? Звенящая пошлость. Так это она пошлая. У нее это беда. Смотрите, она прям это... Ладно. Этого будет достаточно. Теперь я хочу, чтобы вы добыли экстракт цветка шелковицы с помощью верстака. Производство масел в корне отличается от алхимии. Давай я тебе научу. Нежно возьми пестик в одну руку и держи ступку в другую. Вот так. Да, мать. Короче, найдем тебе мужика. Не переживай. Держи пестик крепко, чтобы он не выскользнул. Теперь начинай двигать им вверх и вниз. Очень важно соблюдать ритм. Я не могу. Продолжай делать это до тех пор, пока не начнет выделяться жидкость. Так, Риви, пожалуйста, руки на стол. Персонально для Риви. Так, не волнуйся, я умею это делать. Ладно, хорошо, я поняла. Не волнуйся, я умею. Какая же ты все-таки умница. А теперь возьми это и попробуй сделать сама на том верстаке. Не забудь, это нужно добыть экстракт из 3 сортов. Все 3 экстракта будут выглядеть одинаково, но не волнуйся, я разолью готовое масло в отдельные баночки, чтобы ты не запуталась. Давай, мать. Так, простите, алхимия. Огонь и вода, земля и ветер, сотворите для меня то, что я желаю. Давай. Лепесток создать. Подтвердить. Создать.
Подтвердить. Я 2 сделал, что ли? Стоп. Нет. Все нормально. Бум. Все. Нажмите, чтобы выбрать развитие для персонажа. Что? Персонажи, полученные или развиваемые персонажи. Типа они алхимики? Чат, объясняйте. Недавно полученные или развиваемые. Зачем мне это нужно? У меня это должна быть Дехия по-любому. Они могут делать разные вещи. Типа то, что связано с гео. А если я выберу... как теперь? Это фильтр. Все, это фильтр, окей. Пахнет сиреневым крыжовником. Так. Под стол нет, ничего не обещаю. Так, все чат, руки на стол, алло. Руки на стол. Так, нет, ей точно не нужно ни для прокачки. Все, я уже понял для чего. Так, экстракт готов. Теперь приступим к следующему этапу, самому важному. Помещаем экстракт в воду, ставим на слабый огонь и ждем, пока вся вода не выпарится. Нужно внимательно следить за огнем. Если температура будет слишком высокая, аромат масла пострадает. Поэтому, пожалуйста, следите за огнем. Это последний шаг. А теперь осторожно наливай экстракт и не пролей ни капли. А почему ты не заметил? Вы помогаете Инлер приготовить ароматные масла под ее чутким руководством. Фух, все 3 масла готовы. И ты, скромняга, была отличным помощником. Я все сделала, алло, ты стояла, только щупала меня. Ты готова потратить столько сил ради своего возлюбленного, похвального? В наши дни такое встречается все реже. Похоже, я уже говорила, что дело не в этом. Как бы то ни было, хочешь, я расскажу о каждом запахе, чтобы ты лучше понимала, какой из них для какого случая лучше подойдет. Паймон тоже хочет послушать. Первый запах сладкий, как конфеты из детских сказок. Он очень нравится юным девам. Ага, понятно. Это надо дяденькам в черных фургонах и очках выдавать, да? Понял. Второй запах подойдет больше людям, разбирающихся в парфюме. Лучший выбор для девушек и богатых семей. И, наконец, третий запах. Мягкий, но очень стойкий, словно туман. Стойкий? Стойкий. Запечатлевший последние луча заката. Он нравится зрелым женщинам. Запомнила? Смотри, не перепутай. Запомнила. Хорошо, не стесняйся заходить в гости, если тебе понадобится еще какая-либо помощь. Ладно, я зайду к тебе, да. Я хочу кое-что сказать тебе на прощание. Тому, кто пытается плыть на 3 лодках одновременно, не совладать с равновесием. Заходи как-нибудь в весенние ароматы. Я буду ждать. Ну да, давай. Приветики, Тенра. Карин, привет. Давай отнесем 3 масла статуи 7 архонтов. Господин Чумли, должно быть, уже заждался нас. Этот бездельник там стоит, ничего не делает. Разводит кого-нибудь на бабки по-любому. Ой. Да, повеселила. Блин, я забыл, как ее звали. Мне Ривочка кружочки в ТГ скинула. Я точно под столом. Алло! Почему мне никто не скидывает кружочки, алло? Риви, ты же даже голосовухи не записываешь. Какие кружочки? Господин Чунли, ароматные масла готовы. Вы смотрели на статую и скучали, господин Чунли. Простите, что мы так долго. Вы вернулись. Не волнуйтесь, я недолго ждал. По сравнению с тем, сколько ждал властелин Камня, оберегал Лиюэ, мое ожидание лишь мгновение. Ну конечно, разве человек может ждать дольше статуи? И то верно. Значит, вы говорите, что принесли с собой ароматические масла? Да! Ровно 3 масла, ни одни не меньше. Спасибо вам. Пришло время для подношений. Давай.
Преподнести запах золотой мадам. Это запах первого масла. Мисс Ин-Эр, вот Ин-Эр сказала, что он сладкий, как конфеты, и должен понравиться молодым девушкам. Поднести запах горной ткачихи. Это запах второго масла. У него элегантный аромат, который должен понравиться девушкам из богатых семей. Поднести запах тоскующей фортуны. Это запах третьего масла. Его аромат напоминает закатный туман, и он подойдет женщинам постарше. Нантака-кантака. Так. А что это было? Похоже, властелину камня пришелся аромат по вкусу. Думаю, третий аромат подошел лучше всего. Что это? Это тот, который для старых женщин, да? Это значит, что властелин камня старуха? Кто знает. Властелин камня принимал много обличий. Может быть, старая женщина одно из них. Жаль, что мы видели его только в форме огромного дракона. Давайте надеяться, что Цюсин в конце концов найдут убийцу. Давайте оставим эти дела властям и сосредоточимся на проведении церемонии Вознесения. А каковы же во всем этом истинные мотивы Чайлда и Цюсин, нам во что бы ни было нужно увидеть. Но я думаю, что он нам в любом случае не ответит про мотивы, поэтому мы скажем про экузию. Так, мы закончили очередной этап приготовления к церемонии. Что дальше? Дальше я хочу, чтобы вы достали для меня колокольчик очищения. Колокольчик очищения? Сейчас колокольчик очищения оберегает моя старая знакомая, мадам Пин. Вы найдете ее дом около террасы Юйцзин. Она знает, что нужно делать. Мы сходим, конечно, но... Разве вы не пойдете с нами? Нет. По некоторым причинам я не могу встретиться с ней. Поэтому я вынужден попросить вас оказать мне эту услугу. Он по-любому ей должен бабки. По-любому. Ай-яй-яй. Что же вы скрываете на этот раз, господин Джунлин? По-любому бабки должен. Всем привет. Этот аромат для Тенры. Так, я Риви забаню сегодня, да? Сегодня баним Риви. Так, пойдемте. Привет, Тенра, привет, чатик, как дела? Привет, все нормально, как твои дела? Что происходит? Ой, стоп. Понятно, отслеживать. Сюда. Для прокачки нет. Не то, что нужно. Так, подожди, Итадори. Подожди, у меня вопросы к Итадори. Как это для прокачки? Сколько стрим идет? Стрим идет 54 минуты. Где алхимический стол? Не тут. Сейчас. Давайте объяснять. Куда? Вот сюда. Сейчас, я сюда быстренько сгоняю, посмотреть. Так, за что? Поговори мне. Вот он. Алхимия. Вот, алхимия. Это фильтр. То есть, вот в теории, смотрите. Где эти камушки были? Вот он, желтенький камушек. И, к примеру, сейчас еще что-то желтенькое. Ну, вот эти желтые камни. Теперь я нажимаю сюда. Я нажимаю Чиори. И вот оно просто показывает, то есть это отфильтровало, что именно к ней относится. Я понимаю, что если я буду именно это использовать, то она будет прокачиваться, и она может это делать. Когда у меня появится новый персонаж, у меня добавятся еще рецепты, у них будет тоже новое, но это просто фильтры, чтобы отсортировать именно по ней. То есть если я сделаю вот так и сделаю ту же самую алхимию, то все равно качается Чиори, потому что вот она выбрана. Но я могу любого каменного, по сути. Я могу любого каменного выбрать. Тогда да, тогда согласен. Все. Это фильтр и прокачка. Получается, если я буду ей это делать... Давайте вот это, смотрите, нам же эти наггеты не нужны. Ладно, я чуть-чуть, давайте одну сделаем. Создать. Вы уверены, что хотите потратить осколок топаза Притхива 3 на создание предмета фрагмент топаза Притхива?
И 300 морда, без проблем. Вот. Подтвердить. Будем надеяться, что что-то прокачалось. Или нет? Я нигде не вижу никакого опыта, ничего. Здравия, здрасте. Все пучком. Тенор, мне кажется, или фильтры у тебя... Что? Какие фильтры откисли? Ты о чем? Тенор, там в Маштате один ивент на один клик просит торгашу предмет получить. Да, я знаю, я захожу каждый день, забираю Луну и к нему подхожу. Я когда зашел, мне выскочила эта фигня, я пробежался до него. Вот. Здравия желаю. Я могу помочь? Нет. Дашенька, мы проходим сюжет. Вот. То, что ты сделал, понадобится для возвышения персонажа. Кстати, точно, блин. Спасибо, что сказали. Это, чтобы у меня это из головы не вылетело. Возвысить. Вот, я их могу крафтить. Я могу еще одну такую штуку сделать. Но вот такую штуку я не могу сделать. Ну, цветы, понятное дело, только в мире добывать. Призраки. Призраки? Есть призраки. Беда. Пойдем в фазмофобию играть. Понял. То есть, теоретически я могу алхимии и дехию прокачать? Подожди, личинка. Нет, личинку я по-любому не смогу сотворить в этом... Я могу сотворить типа камушки, всякую фигню, да? Можно я проверю? Ты возвысить вот это. Можно создать, да. Можно создать, значит, это с помощью алхимии можно создавать. Отлично. Теперь мы стали разбираться в игре немного больше. Да, можно создать. Вот это нельзя создать, это, понятное дело, тоже нельзя, хотя вот это тоже нельзя. Окей. Все теперь понятно. В алхимии перса справа внизу выбираем по бонусам, если такие есть. Там есть некоторые персы, например, могут с 20% шансом вернуть некоторые ресурсы, или же с 10% шансом сделают еще дополнительный элемент. Да, спасибо, вот это полезная инфа. Тут реально есть призраки, беда. Кабум, здравствуй, Тенра, здравствуй, Эскобро. Хай, Геншин зависимый, хай. Так, все, мы идем по квесту. Мы узнали очень ценную информацию. Возможно, мне уже кто-то об этом говорил, но я забыл или пропустил. Не обижайтесь, я все равно об этом забуду, и вы мне еще раз напомните, я стар. Так, секунду. Все нормально. По лестнице же, да. Так, прошел час, давайте сделаем так. Я на секундочку отойду, возьму себе попить, потому что я не могу уже столько говорить. Я отвык столько говорить, читать. Сейчас мы подберемся повыше. Еще тут девочки-зомби есть, прикольно. Так, секунду. Я писал про фильтры. Nvidia, понял. Секунду, сейчас вернусь. Котик, сладкий губанер, сладенький котик. Кирар, вот ты вот в чат писала, ты в курсе, что этот чат весь ютубчик потом увидит в записи? Не стыдно тебе? Не стыдно тебе, Кирару? Ютуб-то потом увидит в записи и скажет: ё-моё, Кирар, я не ждал. От такого я тебя не ожидал. Что они будут... Да, я что-то припоминаю такое. Простите, пожалуйста. Слишком много информации. В Геншине, на самом деле, очень много и очень сконцентрированной информации. Ты идешь туда, у тебя тут нажать, там нажать. И типа... Простите, со временем... Я думаю, я уже чуть-чуть разбираюсь в Геншине. Жду часку... Что такое? Кто такая часка? Отправил запрос, ник. Да, я видел твой запрос. Но я тебя на стримчиках не видел. Или ты молчишь? Ты молчун? Привет, Ферс. Ну что? Ничего не вечно под луной. Что у вас случилось?
Нет, ничего страшного, я просто очень жаль, что все эти глазурные лилии увяли. А почему они все увяли? В мое время люди говорили, что глазурные лилии могут понимать сердца людей. В наше время говорили именно тогда. Они будут цвести и распускаться под звуки смеха и пения. Но если рядом с ними будут часто блуждать сплетни и коварство, они очень быстро увянут. Значит, эти цветы могут чувствовать настроение людей в Лиюэ? Да, слухи о смерти властелина камня повсюду, и они несут не очень неприятную энергетику. Несут очень неприятную энергетику, прошу прощения. Сын Монолита, спасибо за подарочек. Кто-то говорит, что это все коварная схема Фатуи. Другие говорят, что во всем виноват Цисин. Третьи говорят, что страшное существо из морских глубин должно вот-вот проснуться. Папка, тебя куда-то понесло. Спасибо за подарочек. Эта гавань словно куча сухих веток. Одна искра и все в огне. Простите, я знаю, что с возрастом стало много ворчать. Вы что-то хотели, молодые люди? Так, мы хотели бы одолжить колокольчик очищения. Мы хотели бы у вас кое-что одолжить. Колокольчик очищения. Это старая безделушка. Я помню, что она у меня есть. Но совсем не могу вспомнить, где именно она лежит. Помню, когда я была молодой, мой лучший друг любил носить его на шее. Он заметил, как я смотрю на него, и подарил мне его. Потом он сказал, что если кто-то попросит его одолжить, что я ни в коем случае не должна отказать их. Что? Так. У меня сейчас такое чувство, что это наш пес, вот этот, который нищеброд, что это он ее друг, но он почему-то не постарел. За столько лет многие приходили одолжить колокольчик. Но с каких пор люди перестали спрашивать о нем? Я уже стара, еле шевелюсь. Если придется подождать, пока я найду этот вам придется подождать, пока я найду этот колокольчик. Мы можем поискать его сами. Я дипломированный специалист Орда Фавониус по поиску пропавших вещей. Мы можем поискать его сами. Да, бабуля, покажите, где вы живете, и мы сами найдем этот колокольчик. Пайман бы я не пустил к себе домой, серьезно. Она такая подозрительная, она что-нибудь умыкнула там. А еще мы можем помочь вам прибраться. Хорошо, детишки, не волнуйтесь. Я не могла спрятать этот колокольчик очень далеко. Вы тут рядом живете, бабуля? Рядом с террасой Юйцзин? Наверное, это очень дорогой район. Ха-ха-ха. Разве такая старушка, как я, может позволить себе откупить дом в этом городе? Видите этот чайничек? Вся моя домашняя утварь ничего помещается в него? Там целый мир? Вся утварь здесь? Вы имеете в виду, что тут лежат ваши ключи от дома? Вы хотите сказать, что у вас нет ничего, кроме колокольчика? Пайман, заходи. Джином будешь. Спасибо за подписку. Так, вы имеете в виду, что тут лежат ключи от дома? Но это я явно не имела в виду. Сказать, что ничего, кроме колокольчика. Эй, ты чего грубишь, бабуля? И даже если так, колокольчик наверняка стоит целое состояние, да, бабуля? Послушайте меня, детки. Колокольчик находится в этом чайнике. Если вы хотите его забрать, то загляните внутрь. Окей, меня засосет, да? Соси, чайник. Чайник соси. Джин, выйдет? Засосет? Ну, сосет. Так и знал, что сосет. Чайник сосет. Пайман, заходи, Джином будет. Да. Старушка. Так, будет метеориты призывать. Что? Расширение территории на Киев.
Реально. У старушки данж в чайнике, алло. О, где это мы? Что случилось? Тут пауки, алло. Здесь я храню все свои вещи, ребятишки. Найдите этот колокольчик. Бабка. Что? Это же бабушкин голос. А так значит, это ее чайник? Подождите. Что тут происходит? Подождите. Кажется, там все в паутинках. Да уж. Короче, ребятишки, вы же не против помочь бабушке с уборкой? Короче, она же говорила, что к ней приходили люди раньше очень часто. И получается, что она их всех отправляла сюда, и они здесь все умирали. Есть скелеты? По-любому это так и было. К ней приходили, она такая, ну давайте, заходите, посмотрим. Найдете ваш, не найдете, значит недостойный. Бабка отбирает, кто достоин. Но мы-то по-любому достойные. Паук-пес. Ты чё? Ты драться хочешь? Тенра, когда крутки? Я не знаю, я, наверное, сегодня не буду крутить. Ой, я пособираю. Когда следующий баннер будет? Попустили чайник. Ну, потому что... Хотя, на самом деле, бабка тут сама шалит. Я же говорю, тут бабка, у нее заговор, все дела. Ну как, не может же это просто так. Она нашла этих слаймов, сюда их засунула. Так, расти. Беги! Блин, нет, подожди. Хочу попробовать. Я вот так вот сделаю. Вот, все. Вот тот пацан есть, вот он связан. Я бью вот этого, да, и вот этот помирает. А если этим? Блин, непонятно. Ладно. Ну, по идее, оно так и работает. Ой, мы можем опять сломать данж. Скелетов нету, я ищу скелеты. Так. Да, я могу сломать данж. Он просто рисует, их он не поворачивает. Окей. Ломаю данжи без смс-релиза. Через 5 дней, грубо говоря. Ну все окей, я тогда подожду. 20 ноября. Все окей. Ты же можешь молитву посмотреть. Я не могу посмотреть, потому что это данж. Интересно, как давно бабушка в последний раз здесь убиралась. Это да. Бабка тут запустила все. Где? Он улетел. Так, слышишь ты, собака? Ой, как тебе не нравится электричество? Или это комбо было? Пил. Так. Привет, Энра, как дела? Привет! Все нормально, как твои дела? Так. Ну, давай. Угу. Я вижу, я хочу посмотреть. Ничего нет. Окей, ищем скелеты. В данже можно... Знаешь, что я подумала? Смотри, у бабушки есть этот особый чайник и колокольчик очищения. Так. Как ты думаешь, она тоже одна из адептов? Что? Бабка адепт? Хитрая какая. Так, Тенра, хватит ломать мозг всем старичкам Геншина. Что я сделал? Вас бесит, что я Вы-то сюжет знаете, я не знаю, конечно, я сейчас думаю, что тут бабка-убийца. Паймон все больше уверена в том, что бабушка адепт. Какая бабка? Но разве они не живут в заоблачном пределе? Зачем ей оставаться в городе? Бабка общительная, любит убивать людей. Так, алло. Пацаны, привет. Ой, тут вы зря против Дыхи.
Так, я наношу, да, вороном наношу. Да. На самом деле, надо прочитать у Фишель вот этот прием Кью, потому что я все время забываю. Наносит она дамаг, не наносит, что она там какие-то дополнительные фишки делает. Если я забуду прочитать, пожалуйста, напишите в комментариях на ютубчике. Мне столько комментариев полезных на ютубчике пишут, прям, кстати, отдельное за это спасибо. Я все, даже вот эти большие комментарии читаю, бывает интересно и полезно. Потому что, когда читаешь вне стрима, немножко легче информация воспринимается. Во-первых, ты не на стриме, тебе не нужно вот говорить, смотреть за чатом и так далее. Ну и ты не в игре, тебе намного проще просто прочитал, вроде инфа и все. А когда ты в игре читаешь, тебе все надо, и ты все забываешь. Алло, что сидишь? Так. Сейчас я активирую. А зачем вот это? Это надо было для них? Для пацанов? Алло. У людей обычно скелеты в шкафу, а у бабки в чайнике. Ну да. Бабка-то хитрая. Так. Все. Что это? А. Вроде все. Я просто хочу, чтобы я ничего не пропустил. Ветерок. Как думаешь, сколько этажей у этого чайника? Этажей у чайника, нормально. Я думаю, если бы у нас был такой же... у нас был такой чайник. Ну и не надо было постоянно устраивать лагерь под открытым небом. Ну да. А следующий баннер ты скипнешь, так как там будут одни деды. Так я дед, может я выбью себя. Для равновесия. Я посмотрю потом, какой баннер будет. Скажите, пожалуйста, там будет дед... В следующем баннере будет дед, который мне понравится. Так, он камни столько дает. Тенра, ты... Либейн взял коробки? Да, брал. Уже 3 дня беру. Ух ты. Колокольчик, подожди. Почему здесь есть спуск? Я не хочу брать колокольчик, потому что я боюсь, что меня сейчас выкинут с данжа. А я что-нибудь пропущу? Или я здесь был? Там дед с крепким щитом и другой дед с мощной струей. О, этого мы можем взять. Спасибо за свой первый подарок мне. Спасибо. Уэйлинг. Спасибо. Так, получается все здесь. 2 деда. Понял, принял, обработал. Дед для чего будет? Да. Так, у нас будет такой чайник. Так, не спойлерить. Колокольчик очищения. О, вы нашли, уже нашли его. За ребятками и правда не угонишься. Ты что, гналась? Сейчас, секунду, как раз что-то. Получилось, ребятки, выходите. Ты портал открыла? Бабка, ты такая мощная. Ты такая мощная. Так, окей. Чорится 6, не, она... Один вроде, или 2. 1 или 2. Спасибо за подписку. Щит для Чиори. Серьезно? Шустрая молодежь. Вы его очень быстро нашли. Вы одна из адептов? Да, я уже очень давно не слышала, чтобы ко мне так обращались. Я уверена, что вы уже и сами догадались, адепт я или нет, детишки. В общем, поняла-то, но ничего не поняла. Все же, бабуля, вы отдадите нам колокольчик за просто так? В смысле, вам не кажется странным, что мы пришли одолжить колокольчик сразу после смерти Властелина Камня?
Наивные дети. За все время существования гавань Лиюэ пережила бесконечное количество бед и невзгод, и множество адептов покинули этот мир. И всегда первым делом мы проводили церемонию Вознесения. Это величайшая часть прощения с адептом. Прощание. А вот бегать по городу и ловить убийц до проведения церемонии Вознесения — это какой-то шиворот на выворот. Теперь, когда вы пришли одолжить колокольчик, я поняла, что некоторый мой хороший знакомый решил вернуть традиции на круги своя. Так почему я не должна отдавать вам колокольчик? Спасибо за подарочек. Тенра, можно с тобой поиграть в Геншин? Я же сюжет прохожу. А что, если он не вернет? Можно оставим себе. Что, если он не вернет? Вот этот пес не вернет. Не вернет? Тогда, боюсь, древней старухе придется его навестить. Блин, старуха непроста. Она персонаж? Можно за старуху катать? Она непроста, она по-любому, она что-то знает. Все равно мы с ним давно не виделись. Как хотелось бы посидеть и поговорить за кружечкой чая. Как бы то ни было, я думаю, у вас куча дел, раз вы занимаетесь проведением церемонии. Ах да, пожалуйста, передайте тому, кто вас отправил ко мне, что... Если найдется свободный вечерочек, пускай заходит ко мне на чай. Хоть богатства мои скудные, но угостить чаем хорошего человека я точно смогу себе позволить. Обязательно передадим, бабуля, не болейте! Давай. Увы, но она не персонаж, беда. Давайте бабку понюхаем. Занюхаем бабулю. Ну-ка, ну-ка. Бабка, ты мойся почаще. Чуть-чуть это... Не свежая бабка, короче. Спасибо за подарочек, спасибо за подписку. Почему я понюхал человека, иначе люди донатить и подписываться? Я не хочу с тобой, Ирл, видеться. Страшно. Кирару, давай сходку. Так. Спасибо за подарочки, спасибо большое. Кстати, стоп. Кого осуждаете? Нельзя. Теперь можно поиграть. Нет, я же говорю, я прохожу квест. Так, скажите мне, где этот дед? Какой он стихии? Как можно здесь по названию? Он должен быть гео. Он должен быть двуручным. Или кем он должен быть? Напишите мне. Джун Ли. А там пишется именно? Пишется. Мы ищем деда Джун Ли. Джун Ли? В смысле, это дед? Вы чё, чат? Дедовщина скоро начнется. Привет, всем привет, копейщик. Вот этот? Джун Ли? Вы его дедом называли? Серьезно? Вы чё? Он же молодой, горячий. Ну, я бы его, наверное, крутанул. Кстати, знаете... Да-да, не дури. У него взгляд очень похож на Чиори. Они оба, у них такая прям меланхолия во взгляде. Вот посмотрите на его взгляд. И сейчас я вам покажу Чиори. И вот, ее взгляд. Просто более женственный. Так он же старый. Дедушка. Какой ты дедушка, алло, Джун Ли? Да, это и есть колокольчик очищения. Видно, что его бережно хранили. Не забудьте захватить масло, которое мы приготовили ранее. Гео спокойный как. Так. А вы знакомы с мадам Пин? Она тоже из адептов. Они по-любому знакомы, это мы понимаем. Но вот она тоже из адептов. С чего вы так решили? Как подозрительно. Но если вы не хотите сами это признавать, мы не будем на вас давить. В смысле не будем? Собака, признавайся.
Кстати, бабуля просила нас передать вам кое-что. Если найдется свободный вечерочек, пусть заходит ко мне на чай. Хоть богатства мои скудны, но угостить чаем хорошего человека я точно себе могу позволить. Тебе не подходит такая интонация, Пайман. Но чаек у нее действительно славный. Когда подвернется удобный случай, я куплю немного первосортных чайных листьев и зайду к ней в гости. А еще, смотрите, видите под глазами? Он в режиме санина, режим отшельника. Он концентрирует чакру природную, и у него вот начинается. Все понятно. Так, понятно. А что с церемонией? Что еще нужно подготовить? Теперь мы должны купить несколько воздушных змеев. Воздушные змеи! Вы научите нас запускать змеев? Это у нас будет такой отдых? Нет, да. Воздушные змеи для забавы детей, но в Лиюэ они имеют особое значение. Я объясню вам все после того, как мы сделаем заказ. Да, конечно. Все любопытнее и любопытнее. Спасибо за подарочек. Все. Кроме Нави спокойный. Я не знаю. Макс, приветик. Макс, приветик. Да, Максу приветик. Передавайте приветик Максу. Куда мы идем? Мы идем вот сюда. Сообщения загружаются. Куда? Открой задание. Задание легенд Чун-Ли. Задание? Спасибо за подарочек. Кстати, получить. Поручение. Мы делик выполнили уже. Молодцы. О, еще. Что происходит? Новая глава приключений. Вкусняхи. Вкусняхи мы любим. И ценим. Получить награды. Это Катерина мать. Спасибо. Вейлинг, спасибо за подарок. За подарочки. Так, что ты хочешь? Это окей. Важное сообщение, Джей. Доступная смена... Что? Функция смены уровня мира. Вы можете понизить свой уровень мира на 1 уровень или наоборот восстановить после понижения в разделе уровня мира. Спасибо. Спасибо за подарочки. Не обязательно отправлять так много. Спасибо большое. С повышением уровня вы будете находить больше сокровищ. Ну это мы знаем. Так. Он не просто отшельник, он Рикуда. Рикуда Саннин, да. Спасибо большое за подарочки. Спасибо. Бабуля Шань. Го дружить. Господин, вы как раз вовремя. 7 воздушных змеев готовы, как вы и заказывали. Хотите забрать их сейчас? Да, благодарствую. В наши дни почти никто не заказывает воздушных змеев такой формы. В былые времена к нам заходили люди самых разных профессий, чтобы купить. Да, наш господин Джун-Ли из ритуального бюро Вэншен знает все на свете. Путешествуя с ним, мы узнаем столько всего интересного. Так, о моде экономики драгоценностях нефрити, чай по фамилии вот моди. Ну да. Кажется, он отлично разбивается в любимых темах для разговоров. Любимых темах для разговора. В Лиюэ, деньгах и правительстве. Но вместе... Спасибо большое за подарочек, Макс. Кажется, он отлично разбирается в любимых темах для разговоров в Лиюэ, деньгах и правительстве. Но вместо этого он любит разговаривать о разной бесполезной чепухе. Я всего лишь хочу поделиться с вами своими знаниями о мире. Соглашусь, что детские игрушки очень интересны. Мне нравится наблюдать, как резвятся дети, но я имею в виду кое-что другое.
Детям нравятся качественно сделанные игрушки. Но знаете, что искусство конструирования игрушек развивалось в течение более 1000 лет и таит в себе особый смысл? Я складываю воздушных змеев уже 40 с лишним лет и с особым трепетом берегу схемы воздушных змеев, оставшихся от моих предков. Назначение формы этих 7 змеев далеко не так просты, как кажутся на первый взгляд. Ты нам дашь крафт змеев? Верно. Являясь украшением церемонии Вознесения, эти 7 воздушных змеев символизируют 7 архонтов. 7 архонтов. А еще обратите внимание на змея Немо Архонта. Я специально вышла краской за границей, пытаясь придать его дух свободы. Но со змеем Гео Архонта я так делать не стала, ибо чтобы почтить бога контрактов, надо наследовать уговору до мельчайших деталей. Его узор настолько древний, что им украшены стены золотой палаты. Золотая палата? Что-то я такое недавно слышала. Ли, спасибо за подарочек. Сын Монолита, спасибо за подарочек. Пайман, пожалуйста. Ну что? Дизайн этого змея отлично передает цикличность и постоянство, характерные знаки электроархонта. Вейлинг, спасибо тебе большое за супер джиджишку. У тебя сегодня были первые донаты, ты там уже миллион задонатил. Остановись, а то как казино будет. Спасибо большое. Не надо вливать в тенру деньги. А этот узор из ветвей и листьев должно быть придает мудрость и течение времени. И все это на одном змее. Невероятно. Справедливость скользит по всей водной глади, а война бушует словно неудержимое пламя. Хорошая аллегория на старые добрые времена, на Крио Архонта. Да, рука мастера творит чудеса. Похвала разбирающегося человека — лучшая награда за мои труды. В таком случае, бабушка Шань, я забираю змеев с собой. А что касается оплаты... Оплаты, ну да, конечно. А что касается оплаты, позвольте мне заплатить за вас. Пришел, наконец-то, мы столько денег. Что, Чайлд? Вы договорились здесь встретиться? Ты следил за нами? Договорился, встретился? Что вы, конечно, нет. Я просто проходил мимо. Кажется, господин Джун Ли ни капли не изменился. Когда приходит время платить другим за него... Что, когда приходит время платить другим за него? Он никогда не думает взглянуть на ценник или взглянуть на свой кошелек. Вот, он отлично разбирается в финансах и знает все о тяжкой доле простых рабочих, но не может и представить, что бедность когда-нибудь постучит ему в дверь. Другими словами, он просто не может примерить бедность на себя. Так, как он все еще не умер с голоду? Флинн, спасибо за подарочек, спасибо большое. Удачного стрима, спасибо тебе. Господин Чайлд, у вас всегда припасено несколько шуток для меня и моих спутников. Я не вижу смысла задерживаться здесь. Мы купили воздушных змеев, и теперь пора приступать к следующему этапу подготовки церемонии. Для церемонии Вознесения требуются не только украшения, но и люди. Думаю, нам удастся найти помощников у пирса. Кстати, Тенра, держи немножко деньжат. Лучше не давать господину Джун Ли торговаться, если ты понимаешь, о чем я. Я понимаю, я-то понимаю. Рыжий русский за все платит. Похоже, я пропустил много чего интересного. В следующий раз нужно будет найти более подходящий момент. Окей. Макс, что тут забыли? В смысле? Спасибо за подарочек, спасибо за подписку. Ну что, мы идем. Мы идем собирать пацанов. Тук. Тук-тук.
Ищете работников? Нет проблем, но я должен вас предупредить, что я в запасе гильдии искателей приключений. Я с удовольствием возьмусь за работу, связанную с приключениями, но не рассчитывайте на то, что я буду вести учет или другую писанину. Отправляйся в горы на охоту на кристальных бабочек. Звучит как приключение. О, храбрейший искатель приключений, нам срочно нужно 5 кристальных бабочек. 5? Ну, это легкотня даже для запасника. Вот что я вам скажу. 15 тысяч моры, и я в деле. Ты чё, пёс, ты сказал, это легкотня? Справедливая цена. Какая справедливая цена, этот пес? Только что сказал, что он бездельник и что ему скучно 5 бабочек найти. Я думал, он 15 тысяч бабочек принесет. Давайте поторгуемся, да, справедливая цена. Пусть забирает. Чайлд платит. С вами приятно иметь дело, господа. Ну да, тук. Иди отсюда, пес. Все, я закинула в чате Котю. Что? Какого Котю? Нам котик напишет? Тук-тук. Тук-так. Будет еще тик. Нужен разработчик на весь день на террасе Юйцзин? Нет проблем. Я возьму за работу 25 тысяч моры. Все по-честному. Ничего себе, как дорого! Можем мы получить скидку? Мы все-таки герои Манштата. Герои Манштата? Что-то я не слышал о таких. Не слышал о героях. Но наверняка слышал о море. Я заплачу полную сумму. Мастер торговаться. Ладно, заплатим сполна. Хорошая цена за хорошую работу. Давай, так. Тук был, так был. Кто еще? Тик, пусть будет тик. Тик-так-тук. Ну, вы братья, вы разводите нас или что? Что? Вам нужна помощь? Конечно. Я Тик, и в любой работе выдаю все 100%. За отдельную плату могу выполнить 120. Так, в чем заключается работа? Давайте посмотрим. На террасе Юйцзин все еще не хватает некоторых деревянных конструкций. В них нет ничего особенного, поэтому я не подготовил никаких особых требований. Так, быстро принеси нам 50 веток и 20 досок. Без проблем. Всего лишь 20 тысяч моры за одну ходку. Как вам? Договорились. Нет, у нас не хватает денег. Не хватает? Ну, нет, и работника нет. Ты можешь забрать плату у Чайлда. Чайлд? Ну уж нет, он сам... Он за вас заплатит? Все равно нет. Это будет означать, что мне придется делать 2 ходки вместо одной. Давайте сделаем так. Я возьму сейчас, сколько у вас есть, а потом... За цветок Цинсин, так уж и быть, я схожу и поищу этого вашего Чайлда. Согласны? Похоже, у нас нет другого выбора. Тик-так-тук. Алло. Что нам? Цветок? У меня есть, наверное. Вы принесли то, о чем мы договорились. Отлично, эти цветы такие редкие. Сам бы я их никогда не нашел. Принесу домой, отдам дочке, порадуется хоть. Не волнуйтесь, я закончу работу до того, как пойду домой. Давай, пес. Так и механикуски. Так. Хоть бы раз поторговался. Я переживал, что если я поторгуюсь, то кто-то из них во время церемонии типа скажет, мне не заплатили нормально это. Я хочу, чтобы церемония прошла гладко, поэтому мы будем платить по полной, несмотря на то, что... Все равно деньги его. Чайлд, брат, прости. Ребята, вы закончили. Можете оставить лишние деньги себе, ведь кто помогает Фатуи, на жизнь не жалуется. Этого не хватает, чтобы нас купить, не хватит. Когда следующий платеж?
Если вы поделитесь со мной кое-какой информацией, я открою для вас хранилище банка Северного Королевства на полчаса. Какой информацией? Мы ничего тебе не расскажем. Что? Ты знаешь какую-то информацию? Какую информацию он хочет, Тенра? Фатуи, от нас может понадобиться только одно. А ты забыл, что случилось в Манштате? Точно! Сеньора Фатуи, Манштат! Вот так вот. Успокойтесь, ребята. Я не понимаю, о чем говорит Тенра. Чего вы сразу напряглись? Пес какой. Далее нам понадобится вечный ладан. Что, вечный ладан? Ладан, наверное. Вечный ладан. Поищем его в хижине Бубу. Это самая знаменитая лавка травника в Лиуэ. С вами все в порядке? Да, все хорошо. Я просто говорил с ребятами, что они могут оставить лишние деньги себе. Ну что ж, мне пора. Счастливо. Филин, спасибо. Каринуся, спасибо. Он посмотрел на меня так, я думала, нам конец. Ты чё, мать, не бойся, все нормально. Посмотри, перса Нивелит гидрокатализатор. Нивелит? А мы, кстати, на прошлом стриме посмотрели всех персов. Нивелит. Вот он. Нивелит. Мне не нравится. Я же не поэтому, я по вайфу больше поэтому. Козье молоко захвати с собой. У меня, наверное, есть. Так, не спойлерите мне, алло. Еда? Нет, это ингредиенты. Козье молоко. Вот молоко. Соль. Вот молоко. Ароматное коровье молоко. А у меня козьего нету. Ну, купим по факту, посмотрим. Валяю жамкую котю, считаю жизнь прекрасна. Согласен. Блин, буквально мем происходит. Какой мем? Я не понимаю, чатик. Самая мощная струя в Геншине. Вот вы мне его хотели? Не, тогда мы сегодня в конце стрима покрутим. Я не хочу их выбивать. Хотя, на самом деле, вот этого бы я взял бы бездельника, который нищеброд. Вот. Мы куда идем? Все нормально. Знаешь, я тоже бываю у геймера, пока не выбил его. Вот так ломаются мужики. За стойкой никого нет, и атмосфера здесь какая-то странная. Есть кто-нибудь? Добро пожаловать. Откуда этот голос? Мне кажется, он доносится из-за стойки. Тогда, Тенра, проверь за стойкой, а я тебя прикрою. Угу. Ну, давай. Там что, призрак? Это... Ее мы знаем! Это самый прокачанный, самый вкачанный C6 персонаж, который у меня есть. C7 даже. Это не она. Похоже была. Или она твоя мать? Вот она где! Какая коротенькая. Вот только мы ее и увидели. Вот мы ее и не увидели. Она зомби. Кстати, у нее повязка... То, что этот... Защитная. Хотя непонятно. Уж не тебе обсуждать чужой рост. Ну, давайте чуть потроллим ее. Эй, я ведь умею летать, поэтому совсем не важно, какой у меня рост. Но ты посмотри на нее, она какая-то странная. Еще и заговор на лбу. Подожди, она что, зомби? Добро пожаловать в хижину Бобу. Меня зовут ЦЦ. Не волнуйтесь, ЦЦ умерла однажды, но адепты спасли ее. Поэтому она теперь зомби.
рассказывает о своей смерти как о каком-то пустяке. В Манштате нам бы никто не поверил. Дитя мое, а можешь ли ты подсказать мне, есть ли у вас в наличии вечный ладан? А у вас есть рецепт от врача? А разве для покупки вечного ладана нужен рецепт? Им не лечат болезни? Я могу продать лекарство только по рецепту. Таков приказ, который Цици отдала Цици. Как? Что? А чего она противится? Приказ? Чтобы привести труп в движение, ему нужен приказ. Этой девочке никто ничего не приказывал, поэтому она дала приказ сама себе. Малышка Цици, у нас, к сожалению, нет рецепта от врача, но все же мы надеемся на твою помощь. Хорошо. Что? Почему она сейчас согласилась? Но тогда вы тоже должны помочь Цици. Так будет честно. Продавец должен помочь покупателю. Разве это недостаточно честно? Нет, девочка говорит справедливо. Коммерческие отношения в Лиюэ очень сложные и запутанные. Ты вообще ничего не понимаешь в отношениях и в бизнесе. Я хочу, чтобы вы поднялись на горы Цянхэн и убили кокосовую козу с помощью баллисты Гуйджун. Что? Убили? Чем? Зачем? Баллиста Гуйджун. Думаю, я слышал о такой. Баллиста Гуйджун. Это древний механизм, который адепты установили в горах Цянхэн. Древнее и очень мощное орудие. Она была построена для охраны перевала. Цянхэн способна сразить самых ужасных чудовищ. Вы правда знаете все на свете, господин Джан Ли? Вовсе нет. К примеру, эта кокосовая коза... В первый раз я такой слышу. Кокосовая коза. Согласно легендам, священное животное. И ты хочешь ее с катапультой замочить? Еще что-нибудь? Да. Кокосовая коза, согласно легендам, священное животное. Как выглядит, неизвестно. Где водится, неизвестно. Откуда взялась, неизвестно. Такая милота. Я хочу ее выбить. Я видел Цици, это же персонаж. Все понятно, она мне не поможет, да уж, маловато информации. Давайте сходим к баллисте. Может, там мы найдем что-нибудь интересное. Кокосовая коза. Это вообще... Что это вообще за коза такая? Не знаю. Я тебе скину прикол с кокосовой козой. Окей. Дед. Угу. Давайте мы вот этот телепорт откроем попутно. Отслеживать. Можно я попью секундочку? Коконатца. Так, можно пока в чатик почитать. Приветик, приветик. Так, что я второй месяц с тобой? Второй месяц? Ого, ты уже долго так? Время так быстро летит. Прям беда. У меня Арлекина 46, но я не понимаю в цифрах пока, не разбираюсь. В плане, что хорошо, что плохо. Еще один квест, ну что такое? Спасибо за подарочки. Спасибо большое. Так, давайте мы будем отмечать на карте квесты, чтобы мы потом их легко находили и не блуждали тут. Так. Вот тут ставим метку. Как метку поставить? Не тыкай, метку поставь. Я могу передвинуть? Не могу. Ладно. Эй! Подтвердить. Так, мне кажется, здесь сундук по-любому должен. Ага, вот он. И тут пацаны. И тут призрак. Ага. О, как вовремя. Как удобненько. Пацаны, а вы мощные.
Так, сейчас посмотрим. Я не вижу, чтобы у него уходили хп. Я его... Я опять, наверное, что-то не понимаю. Где? Бум. Так. Жила. Так, все хорошо. Выпал, а оружие из БП. Непонятно. Вот Арлекина. А, кстати, мне сказали, Арлекина это мужчина, да? Или это женщина? Я не помню. Что-то какой-то был разговор, что типа Арлекина кто-то там. Мы с этого поугорали, а я напрягся. А, нет, все, женщина, да. Вспомнил. Женщина. Отлично, потому что она мне понравилась. Прям беда. Ну, она такая прикольная. Ее я себе в гарем возьму. Спасибо за подарочек, лайк. А где? Так, это призрак. А, вот же он. Хожу, ищу тебя. Ага. Так, Дехе. Ну давай. Тенра есть Нингуан. Не уверен. Еще есть? Так, я его не вижу или я его не вижу? Это не то. Может, он здесь за стеной? Я не думаю, что он прям так... О, призрак! Так, сейчас нашел призрака. Го дружить! Пойдем. Пойдем. Я сейчас по Геншину что, выгорю и начну пропускать 150 примеров в день. Беда. Тенра, у тебя сколько примагемов? У меня 21 крутка. У меня, не знаю, крутки 4, 5. Так, вкусняхи. Ой-ой. Тут нету. Может, наверху? А, вон он, вижу. Так, не то. Так. В поисках сокровища камня. Так, мы шли открывать телепорт. Кста. Пацаны сидят. Табличка. Инструкция. Инструкция по техническому обслуживанию баллисты Гуйджун. Баллиста Гуйджун – сложный механизм, вершина инженерной мысли. Сотворить подобное можно только при сочетании божественного замысла и тяжелого труда простых смертных. Подобное орудие требует кропотливого ухода. После многовекового отсутствия войн в случае угрозы нападения злых сил для восстановления баллисты потребуются эти запасные части и работа искусных мастеров. Примечание для тех, кто будет пользоваться баллистой. Плечи орудия и его основания сложены в кладовой комнате. Будьте уверены, крепкая, покрытая лаком древесина останется в целости и сохранности на долгие годы. Что касается более длинных частей, деликатных частей, таких как спусковой крючок, тетива и оперение, это все можно найти в специальном контейнере. Пожалуйста, возьмите все, что вам нужно. Эта машина является неотъемлемой частью обороны нашей страны. Берегите каждую ее часть, как зеницу ока. Добросовестно выполняйте обязанности по чистке орудия.
проклятие на голову того, кто будет безответственно обращаться с этим инженерным чудом. Понял, принял. Я же не против. Так, мы сначала вон туда. Следующий стримчик я, короче, буду чередовать. Он будет опять по побочным квестам, по беготне с подписчиками, и там будет опять чатик включен. Вот, посмотрим. И мне очень важно понимать, что вам больше нравится. Если вы напишите в комментах на YouTube, именно в комментах, не здесь, потому что я не увижу, нравится ли вам, когда, допустим, озвучка есть, когда мы вместе бегаем, когда я прохожу побочные квесты, именно в Геншине, потому что в Геншине я не планировал включать озвучку. Но опять же, когда буду проходить целенаправленно побочки, я не буду ее включать. Но когда будем бегать вместе и всякое такое, буду. Вот. Тенра, назад иди. Нет, я знаю, что там квест. Я хочу сначала телепорт открыть. Я видел же. В определенных условиях у Тау может дать большой ДПС, больше ДПС, чем Арлекина, но в вопросе вложений к урону и комфорту Тау проигрывает безоговорочно. Я и разбираюсь. Я так понимаю, это опять с Фоксом война какая-то. Полетели. Ну что, я там видел напротив хеличурлов, я так понимаю, мы их воткнем. Нам нужно сначала собрать детальки. Эпичное приземление. Бум. Главное, так она дымак не получает, а когда она просто падает, получает. Что за боль? А смотрите баллисту. Сначала все-таки баллисту надо. Так говорят же про Хутау. Да блин. Короче. Беда. Все, капец. Как такая огромная? Подобное могли сотворить только адепты. Но как этой штукой пользоваться? Кажется, для этого понадобится немеренная сила. Мы не можем воспользоваться, она повреждена. Откуда вы знаете? Ее установили здесь адепты 1000 лет назад, и никто за ней не ухаживал. Видно, что эта баллиста знала лучшие дни. И что же нам теперь делать? Мне кажется, господин Джун Ли, это уже прекрасная возможность блеснуть вашим безграничным кругозором. Вы правда считаете, что я не лучше этой золотой молодежи, которая может только посещать театр? Да слушать пение птиц? Как досадно. Давайте проверим вокруг. Наверняка здесь где-то хранятся материалы для обслуживания баллист. Так и есть, я же прочитал. Если я не ошибаюсь, мы можем найти военный склад где-то среди руин этого перевала. Материалы с военного склада помогут нам понять принцип работы баллисты, и тогда ее починка не составит особого труда. Спасибо за подачку. Господин Джун Ли, а вы знаете принцип работы этой штуки? Ну так, можно сказать, слегка разбираюсь. Можно попробовать починить ее, но придется собрать некоторые материалы. Да я знаю! Я знаю, крючок спусковой, тетиву, оперение, там все дела. А где же военный склад? Вот же он. Так, дыхи. Сюда. Классненько. Уф. Эй. Коробки. О, это же тайник. Дверь открыть. Это просто тайник, я думал, это то, что нам надо. Напугался. Куда идем? Лезь. Ой-бай. Так, окей. Так, ну что, и надо смотреть здесь, я так понимаю, нам вниз. Ё?
И чё это как-то понимать? Еще ниже? Вон туда? А вы в зоне цели. Починить? Нет, имеется в виду, что мне нужно ее починить вон там, но нужно найти детальки где-то тут. А еще я думаю, что они вон там у хиличурлов. Но это пока предчувствие. Сейчас я сверху пробегусь. И оттуда, если что, полетим к хиличурлам. Потому что не просто так оно напротив стоит. И тут целая засада. Ну да, скорее всего, вот мост как раз туда к ним. По-любому. Ладно. Полетели. Привет, пацаны. Не кричите. Спасибо за подарочек. Тихо. А можно... Ой, дымак по ним. Я думал, пройдет по ним дымак. Так, ты откуда взялся? Го дружить. Куда ты? Так, он вернется? А, вернись, я все прощу, алло. Короче. Где он? Ой, дурак. Ты зачем ушел? Так, что у нас тут есть, пацаны? Что прячете? Цветочки. Цветочки нам периодически бывают... О, нужны. Такая музыка громкая. Скажите, меня сейчас нормально слышно по отношению к музыке? Потому что я могу музыку отдельно потише сделать. Кто еще жив? Почему? Отдайте сундук. Разжечь надо? Нет. А, вы! Не, вот это, вот это. Так, ты что это? Еще ниже. Стоп, я понимаю, что мне туда. А где вот этот сундук? Отдайте. Я кого-то не убил? Кстати, здесь Геоку. Я так понимаю, он снизу. Алло! О, какое копье здесь. Ладно, пойду вниз. А, вон, вижу. Алло, ты что тут делаешь, собака? Постреляй, не тут. Слышно хорошо, хорошо, спасибо. Теннера красная стрелочка на врага показывает. Простите, не замечаю. Ага. Ага. Так. Такой сундук вроде богатый был, а ничего нету. Что за жизнь? Ай-яй. Ой, а вы зря тут оказались, пацаны. Просто все в месиво. Дехи решает проблемы. Вы думали, все просто, а нет. Уф. Какие места здесь классные. Но, я так полагаю, я не нашел то, что мне нужно. То, что мне нужно было найти. Еще, чат, пожалуйста, напоминайте мне... Напоминайте мне делать превьюшки, а то я так страдаю. Я сегодня сделал такую плохую превьюшку, прям беда. Потому что в прошлой серии было красивое место, но мы не смогли там сделать превьюшку, потому что... Там это был данж, там нельзя делать скриншоты с фотографией. Вот.
Там еще геокул внизу. Ну ладно уже. У нас время уже поджимает. Я хочу вот это быстренько закончить и все. Давайте, может, надо еще раз прочитать, может, из-за этого. Пользуются так, основные сложные в кладовой комнате. Будьте уверены крепко. Окей. Ну, окей, кладовая комната. Кладовая комната. Кладовая комната должна быть где-то внизу. Вы серьезно? Вы серьезно? Да, эти материалы подойдут. Подождите здесь, я попробую разобраться. Сделано. А устройство баллиста оказалось сложнее, чем я предполагал. Ого, как круто! И как нам теперь из нее стрелять? Это очень просто. Взгляните, конструкция адептов включает в себя прицел. Здесь нет. Там тоже нет. О, пацаны. Эй! Вы чё там шныряете, а? Слышишь ты? Это вы починили катапульту? Для чего она вам? Это не просто катапульта, а баллиста Гуйджун. А вас я попрошу представиться. Это простейшее правило приличия. А ты еще не понял, кто мы такие? Мы похитители сокровищ. Ходят слухи, что в этих руинах хранятся сокровища. Но мы никак не можем обойти эту вашу катапульту. Она хуже стража руин. Когда в прошлый раз поднялись на гору, она выстрелила, и моим ребятам чуть не превратились в шашлыки на палочке. Когда нам все-таки удастся сломать эту штуковину, но теперь вы пришли и снова починили ее. Какого демона? Вам придется заплатить за это своими головами. Вы хотите запятнать кровью мудрость адептов ради своей наживы? Думаю, пришло время научить вас манерами, господа. Беда. Я буду, да? Я буду, А вы что, обиделись? Пацаны обиделись. А я могу с катапульты просто их грохнуть? Ну окей. Так, да, подожди, давай вниз упади, вон туда. Так, давай тебя возьмем сейчас, она по-любому его сейчас. Пил. Нельзя? Ладно. Где? Так, он наверху, блин. О, ты мощный. Плотные пацаны. Не сильные, но плотные. А еще меня смущает, что по сути эти пацаны не умирают. Они всегда делают, типа, вот это вот исчезновение в никуда. Да-да-да, вот так и делают. Когда-то базарец решил сделать вид, что ничего не было. Да. Повыпендривались такие, расходятся. О, босс! Погнали, босс. Босс. Ой, босс упал. Кто там меня шмаляет? Вы чё? Меня Дэхью сейчас убьют. Что-то внезапно пацаны стали-то непростые. На, перегрузкой. О, сейчас вам беда будет. Сейчас вам будет беда. Дэхи. Я сейчас умру, а если все персонажи умрут? Так, Би. Подожди. Что-то мне так навтыкали, вообще недобро. Так, где воскрешение? КД теперь. Понял. Это особое блюдо. Давайте шикуем. А что так мало восстанавливает? Это же особое блюдо. Персонаж уже наелся. Ё-моё. Пацаны, я наетая.
А вы трупики. Эй. Да хорош. О. 影のカラスが優也を求めている。 Все, я понял, ворон бьет. Нормально. Блин, их надо было связать на Хидой. 私が提起する。私のお家にいらっしゃい。断罪の名において。 Да, урон проходит общий по ним. Так, тихо. Все, разобрались. Стрим по Монгасу забыл просто завтра. Гады не знали, с кем связались. Не стоит расстраиваться из-за таких мерзавцев. Даже лучше, давайте лучше вернемся к нашей основной задаче. Ах да, просьба Цици. Мы починили баллисту, но где нам искать эту священную козу? Мы не заметили никаких необычных животных, пока искали материал для починки. Но если эта коза и вправду священное животное, то я думаю, а что светится? Что это такое? Что это светится? У тебя пах светится. Ты что удумал? Держи себя в штанах. Так, адаптер должен помочь нам найти ее. Да, что же делать? Но мы же все-таки починили. Это уже неплохой результат. Мы не добьемся никаких результатов, если будем просто стоять здесь. С таким же успехом мы могли бы вернуться в хижину Бубу и размышлять там. Да, но если говорить языком Лиюэ, мы сделали все, что могли. Ну да. Ко мне пытаются зайти игроки, не знаю кто, я не знаю. Не Дехи. Дехи, как всегда, страдает, блин. Бедная Дехи. Дехи. Так, что ты хочешь? Все, он хочет туда. Я предлагаю сейчас сделать нам какую-нибудь превьюшечку. Где-нибудь сейчас мы как найдем? Вот тут мы ее и найдем. Так, сейчас мы возьмем, промотаем время. Качай перцев. Не, сейчас мы покрутим, и это будет конец. Иди, Катерине, да, Катерине тоже надо зайти. Фоторежим. Сделать фото. Нельзя в бою делать. Ты зачем тогда мне? Я хотел прикольную сделать фото, как в этом Horizon. Там можно было фото делать в бою. Тут нельзя. Как же селфи во время боя? Пацаны, а вы что, злые? Ой, вы злые, идите нафиг. Предлагаю найти живописное место где-то вот тут. Приветик, Тенра, приветик. Что происходит? Так, пацан спит. А давайте прям туда. Здесь так приятно. Сундук. Не пойду. Огонь, огонь, огонь. Вон туда хочу. Блин, я не доплыву до туда, да? Я помру. Активировать? Это эта штука. Не, я не буду сейчас с этим разбираться. Привет, сын, я там в чатике рисуночек скинула, Элойку нарисовала. Ну, так... Тик-так, я ее вижу в стиле аниме. Понял. Я обязательно гляну. Стамина, не умирай. Здесь не глубоко. Пацан скачет. Все, я здесь не утонул. Это главное. Я вижу геокол, не пойду. Пойду.
Так. Ой, а мы прям вот здесь делаем. Сейчас. Я хотел этого дерева, но мы можем вот так его... Нет, я должен быть вот здесь. Чуть-чуть. Вот так, да. Так, сделать фото. Так. И вот так. H. Вот так вот. Может быть, даже... Сейчас чуть-чуть. Чуть-чуть, тихо, чатик. Не дурите. Вот. Красота сейчас будет. Секунду. Молодец, какая красотка. Все. Так, превьюшка у нас есть. Это главное. Теперь мы быстренько идем в... Я буду ходить к Катерине, которая в Манштате, потому что это моя Катерина, а то не моя Катерина. Не знаю, кто это за мать Катерина, не моя. Злойдов, привет. Фото чего, капец. Ну да. Она у меня практически всегда на превьюшках. Кусыч. Мэр-мэр. Так. К звездам и безднам. Добро пожаловать в гильдию искателей приключений. Награда за поручение. Гильдия благодарит тебя за выполненные поручения. Вот твоя награда. Спасибо, мать. Так. Ранг. Я повысил ранг? 30 ранг. Ничего себе, я что, VIP? Беда. И теперь назад нельзя, да? О, какой же дурацкий. Диалоги, конечно, вот эта механика диалогов очень кривая в Геншине. Прям беда. Так, с дедом мы говорили. А что у нас по дополнительным плюшкам? Подготовка. Что это такое? Ничего не дают. Ну и ладно. ОБП. Бум, бум. Все получается. Ну что, покрутим? Покрутим, господа. Пойдемте. Фонтан. Он там деньги, люди. Люди деньги кидают. Анна. Анна, мать. Привет. Я могу... Чем я могу тебе помочь? Что ты делаешь? Я загадываю желание. Вот так. Кидаю монетки в фонтан и загадываю желание. Если делать это каждый день, то родниковая фея обязательно услышит меня. Прости, я постоянно кашляю. Это его сестра, да? Я думал, что он с ума сошел, и сестры на самом деле нету, что он просто сумасшедший, а она есть. А твои родственники не могут тебе помочь. О чем ты желаешь? Я болею уже очень давно. Надеюсь, родниковая фея поможет. Тогда маме, папе и братику Энтони станет легче. Беда, подожди. Нет, мне интересно по поводу ужаса бури. Твои родители. Они ко мне очень хорошо относятся. Энтони работает круглые сутки, чтобы купить для меня лекарства. Я тоже хочу помогать им. Все понял. Теперь все. Миф разрушен в моей голове. Ой, подождите. Я буду в фонтане стоять. Мне надо подмыться чуть-чуть. Потому что день был тяжелый. Вот так вот, да. Все. Свежесть и... О, достижение. Ух ты. И вот так. Вот так. Все. Кручу-верчу. Какое Дехи оружие? У нее что-то с часами, я не помню. Скажи, пожалуйста, кратко про конец стрима. Ты лучше зайди и посмотри, я же не буду тебе предсказывать его сейчас. Тендер, привет, привет. Ну что,
крутанем вот это. Смотрите, отсюда... Давайте вот это тогда покрутим. Я понимаю, что сейчас люди с ума сойдут от того, что я это делаю, но вот этих двух я хочу себе. Вот это так, но вот этих двух я точно хочу. Поэтому я буду крутить это. Простите. Фокс кричит нет. Почему нет? Объяснись. Можно... какие ваши доказательства? Крути. Хутао. Но вот этих я не хочу. Тем более вот это у меня уже есть. Они тебе... Так, они тебе из того упасть могут. А тогда какая разница, что крутить? Бедные, которые пробуют воду из фонтана, который промежность чури. А здесь шанс меньше. Мне кажется, ты меня обманываешь. Не надо крутить. Почему? Так, может оружие упасть вместо перса. Тут может оружие. Не, ну если оно хорошее, то почему бы нет? Лучше Нахида C1, чем C0 Тао. Зачем тебе 5 пушка? Я не знаю. Че, оружку крутануть? Ну не хочу. Вот это крутить? Тут же вообще любой перс, по идее, может упасть. В этом баннере 50 на 50 падает или перс баннера, либо кто-то из стандарта. Ну давай, ну ладно, давайте покрутим. Они в ивентом баннере могут упасть. Ну что-то фиолетовенькое. Бум. Пес, я не хотел тебя Сетос. Дома. Сетоса. Меня зовут Сетос. Я в курсе, я прочитал. А если Куки выпадет, то удача. Куки, кошка. Металлическая тень. Классный парень. Ну, может быть. А предвестник зари. У него куки есть. У меня куки есть. У меня есть куки. Есть печеньки. Куки. Меч небесного всадника. Последнее. О, фиолетовая. О, оружка. Меч колокол. Вот, у Дехи он. Я могу, получается, его сейчас прокачать, да? Здесь я ничего не могу, здесь я ничего не могу. Все окей. Я могу меч прокачать. Мы нажмем C. Мы нажмем Дехи. Оружие улучшить. Кстати, вот эти штуки мы так и не сделали. Можно создать. Пробудить. Бум. Мне стоит закинуть, да? Пробудить? Да, окей. Замочек. Пробудить. Бум! Все. Уровень 3. При получении урона генерируется щит, который в течение 10 секунд поглощает урон, равный 26% от максимального здоровья. Может возникнуть раз в 45 секунд. Под защитой щита увеличивается урон персонажа на 18%. Прикольно. Спасибо за подписку. Ну все. Так, что у меня? Ты. Ну такой. Так, характеристики. Повысить уровень. Бум. Так. О, нету? Сумеру и гору Тимир. Окей. Значит, не судьба. Подождите. Ну да, мне его надо возвысить, все правильно. Окей. Ну что, чатик. Ага, ТикТок уведомление прислал. Что? Всем большое спасибо, чатик. Я напомню, будет еще тестовый стримчик. На него не обязательно приходить, но имейте в виду, если захотите пообщаться, заходите. Вот, я там разговаривать, по идее, буду. Там будут ресы, и Куки еще не прошел. Непонятно. Все, тестовый пройди. Мне дадут за него перса?
Вот это, да? Особые события. Зеленый. Кстати, войти в бездну. Если я пройду бездну, мне ее дадут? А давайте, знаете, на следующем стриме мы вот это сделаем. А ее дадут? Нет. Давайте дадут. Обзор на... ну это мне туда нельзя, да? Тестовый забег. Кстати, у меня вот. Сколько его еще можно? Осталось 4 дня. Все нормально, я пройду потом. Предлагаю тогда следующий стримчик начать с прохождения всей вот этой кабалы. И вот это мне надо, чтобы этот Шинобл вкачать. Это что такое? Необходимость... Ну, это мне скажут, что не надо проходить. Чайник. Вот это бы я прошел бы, конечно, да. Вот, ладно. Да. Все. Ты должен на Атлану телепортация. Да, не хочу. Все, чатик, давайте. Всем большое спасибо за ваши лайки, за ваши подарки. И самое главное, спасибо, что провели это время со мной. Увидимся, услышимся. Всем пока. И как всегда на прощание. Нарара. Все. Давайте. Пишите пока мне, пишите пока чатику, я выключаюсь. Пока, полетели. Все. Я выключаюсь. Прекрасного тестового стрима. Спасибо большое. Так, завершаем. Пока, спасибо за стримчик. Спасибо, что была здесь. Всем пока. Саубол. Так, все. Отключаюсь. Пока-пока.